Всем привет! В предыдущем видео мы с вами начали делать вот такой дом с деревянной резьбой в русском стиле XIX века в программе Nomad Sculpt. Давайте продолжим. Добавим референс. Нажимаем «Трансформация» и увеличиваем нижнюю часть. Берем инструмент тело вращения и путь. Включаем сплайн. Снова вернемся к эталонному изображению и центрируем его по оси. И начинаем выстраивать контур этой детали. Далее переходим к эталонному изображению, нажимаем «Трансформация» и перемещаем вниз без изменения размера. Выравниваем по оси. Нажимаем пальцем на экран, чтобы зафиксировать. Далее давайте еще наложение сделаем прозрачный вид. Перейдем в режим соло и нажмем на зеленую точку. Вот эта деталь, которая у нас уже готова. Включаем гизмо. Нажимаем на ось и центрируем ее. И приподнимаем вверх. Выключаем и опускаем эту деталь, выстраиваем по референсу. И продолжаем выстраивать контур. Снова заходим в эталонное изображение, трансформация, перемещаем вниз. Фиксируем. Переходим к нашей детали, нажимаем ось центрирования, подвинем ось вверх и переместим деталь по референсу. Выключаем гизмо и продолжаем строить. Деталь готова. Выключаем референс, включим каркас и изменим топологию. Разрешение по Y уменьшаем, но так, чтобы скругленные детали были не слишком угловатыми. И разрешение по X тоже немного изменим в меньшую сторону. Утвердим. Выходим из режима соло. Включаем гизмо, перемещаем деталь вперед, уменьшим ее. И расположим вот здесь.
Замаскируем нижнюю часть и потянем вверх за зеленую стрелочку. Очистим маску. Скопируем и переместим в правую сторону. Теперь выберем крышу, нажмем Pin и выберем обе наши новые вот эти детали и добавим отзеркаливание. Выберем отзеркаливание по оси Z. Утвердим совмещение дочерних узлов. Выключим Pin. Перейдем в соло. Сделаем вид спереди и зафиксируем. Возьмем инструмент тела вращения, путь, и добавим новый референс. Центрируем его по оси и построим фигуру. Нажмем на зеленую точку. Далее нажимаем трансформацию референса и перемещаем его вниз. Включаем гизму, центрируем ось по детали и переместим деталь вот сюда. Выключаем гизму и продолжаем построение. Далее снова включим гизму, выключим пока референс. В топологии поменяем Y до минимального значения, у нас это 18, и X сделаем 4. Утвердим и повернем по Y на 45 градусов. Давайте сначала ось центрируем и потом повернем. Добавим куб. Куб у нас добавился в другом ракурсе. Давайте его удалим. И посмотрим вот эту ось. Ее нужно... Включаем ось, нажимаем вот здесь привязка и выключаем. Теперь добавим куб. Давайте откроем референс, чтобы сориентироваться в размерах. Значит, включаем снова трансформацию. Делаем референс на весь экран. Берем наши детали, обе. Давайте их обе выберем. И подгоним под референс по высоте. Потому что ширина не будет совпадать, так как мы повернули деталь. Вот мы подогнали по высоте и потянем за красную точку в стороны. Теперь выберем основную деталь, берем инструмент обрезка и обрежем вот эти зубчики. Далее выбираем куб. Давайте включим гизму и изменим ширину. Не очень удачно положение референса, оно совпадает с этой деталью. Так, заходим в топологию, уменьшаем до 0 и утверждаем. Берем инструмент обрезка, обрежем зубчики вот эти. Выключим референс.
Выйдем из режима соло. Уменьшим нашу деталь. Располагаться она будет примерно вот здесь. Еще поменьше ее сделаем. Замаскируем нижнюю часть этой детали и потянем вверх за зеленую стрелочку, чтобы она ушла туда, в крышу. Теперь очистим маску. Выберем вот эту деталь и добавим цилиндр. Повернем. Заходим в топологию. Сделаем Y единица. X 36 можно. Добавим отверстие. И утвердим. Добавим куб. Изменим топологию до нуля и утверждаем. Замаскируем вот этот угол, инвертируем маску, подвинем немного влево. Очистим маску, замаскируем вот этот угол, инвертируем и двигаем вправо. Очистим маску. Выберем цилиндр, включаем гизму и нажимаем пин. Теперь выбираем вот эту деталь и добавим отзеркаливание. Утверждаем. Выберем цилиндр и выключим пин. Выбираем все детали и совмещаем. Теперь выберем снова крышу, пин, выбираем нашу деталь и добавим отзеркаливание. Вот она здесь у нас появилась. Утверждаем. И снова добавляем отзеркаливание по оси Z. Вот эти детали продублировались обе на задний фасад. И утверждаем. Выключаем пин. Далее сделаем ставни. Выберем рамки вот эти. Перейдем в режим соло. Возьмем инструмент разделить и отделим вот эту рамку. Она у нас теперь стала отдельным объектом. Включим гизму и копируем ее. Уменьшим. По размеру примерно с половину окна сделаем. Замаскируем верхнюю часть и приподнимем вверх. Теперь очистим маску, скопируем эту деталь, передвинем вниз, замаскируем верхнюю часть и опустим вниз за зеленую стрелочку. Добавим куб.
Сделаем перекладину. Уменьшим разрешение до 0 и утвердим. Повернем по X. Опустим вот сюда вниз. Включим ось, здесь привязку и выключим ось. Добавим массив. Сделаем по Y 2 детали. Вторая находится вот здесь, и мы ее перемещаем вниз. Увеличим количество деталей. Утвердим. Теперь выберем вот эту рамку и нажмем Pin. Далее выбираем все детали ставни и нажимаем «Добавим отзеркаливание». Давайте вернемся пока назад и выключим Pin. Вот у нас выбрана ставня. Нажимаем ось и перемещаем ее вот сюда. Прикроем немного ставню. И теперь выбираем вот эту рамку, нажимаем Pin. Далее снова выбираем все детали ставни и добавим отзеркаливание. Утверждаем. И выключаем Pin. Теперь выберем крышу, нажмем Pin и выберем ставни. Добавим отзеркаливание по оси X. Ставни отобразились вот на этом окошке. Утверждаем. И добавим отзеркаливание по оси Z, чтобы дублировать ставни на задний фасад. Утверждаем. И выключаем Pin. Далее выберем вот эту рамку и добавим плоскость. Повернем ее и утвердим. Перейдем в режим соло, включим мультиразрешение и 4 раза нажмем на подразделение. Возьмем инструмент маска, в альфу загружаем новое изображение и перейдем здесь пресет, поменяем, чтобы не было градиента на маске, мы поменяем, сделаем вот этот вариант без градиента. Включаем вид спереди, смотрим, чтобы была выключена симметрия, ставим стилус в центр плоскости и растягиваем изображение. Переходим в параметры маски, нажмем на резкость, вот здесь галочку выключим, выглаженность включаем 10, устанавливаем толщину и нажимаем на извлечение. Плоскость удаляем и выходим из режима соло. Уменьшим эту деталь по размеру окна. Включим каркас. Мы видим очень плотную сетку, давайте ее упростим. Здесь вот в разделе упрощения нажимаем «Упростить». Посмотрим, проверяем, чтобы не потерялось качество. Вот сейчас пока нормально. Еще раз нажмем. Мы видим, что пошло небольшое искажение.
Вот так оставим, больше упрощать не будем. Вот сетка уже стала такая редкая. Это нас устраивает. Скопируем эту деталь. Перейдем в режим соло. Возьмем инструмент обрезка, прямоугольник, и обрежем центральную часть. Теперь возьмем полигон. Обрежем вот эту часть. И вот эту. Выходим из режима соло. И увеличим эти детали, которые у нас новые, в толщину. На первоначальные детали можно эти детали вырезать, чтобы они не дублировались. Берем полигон и устраиваем область, которую нужно вырезать. Теперь эти обе детали выберем и объединим. Нажимаем на крышу, включаем гизму и пин. Выбираем нашу деталь и добавим отзеркаливание по оси X. Утвердим. И добавим отзеркаливание по оси Z. Также утверждаем и выключаем пин. Сделаем подоконник. Добавим новый референс. Перейдем в режим соло. И добавим куб. Топологию изменим до 0. Скопируем эту деталь. И еще раз скопируем. Переместим сюда. Уменьшим под размер референса и утвердим. Замаскируем верхнюю часть, нижнюю немного расширим, снимем маску и возьмем инструмент обрезка. Вырежем вот эту вот часть. Далее берем вот эту деталь, утвердим, скопируем. Сделаем форму квадрата и повернем на 45 градусов. Еще уменьшим, скопируем. Теперь выберем все 3 ромбика и совместим. Выключим референс, повернем наши детали. Ромбики можно еще немножко вглубь туда сдвинуть. Выберем вот эту часть, сделаем шире и вот эту тоже пошире. Утвердим неутвержденные детали. Выберем вот эту всю часть нижнюю и все детали совместим. Здесь будет у нас вот эта деталь. Это будет подоконник, поэтому пока мы ее отдельно включим гизму и переместим ось влево. Выберем все вместе и выйдем из режима соло. Передвинем вперед, уменьшим.
Давайте выберем отдельно подоконник. И его вот сюда углубим. Снова подоконник выбираем. И давайте сначала выберем вот это все, обе детали, и сдвинем влево. Теперь выберем отдельно подоконник и потянем за красную точку. Выберем вот эту деталь, скопируем и передвинем сюда. Теперь выберем подоконник и обе детали и совместим. Добавим плоскость. Уменьшим ее. Утвердим. Далее перейдем в мультиразрешение и 4 раза нажмем на подразделение. Возьмем инструмент маска. Пресет у нас вот такой. В альфу загружаем изображение. Это PNG-файл на прозрачном фоне. Ставим стилус в центр плоскости и растягиваем изображение. Перейдем в параметры маски, нажмем на резкость, проверяем настройки. Здесь галочки у нас нет. Здесь включена сглаженность. И нажимаем на извлечение. Ширину давайте уменьшим. Плоскость можно удалить. Упростим топологию. И совместим все детали подоконника. Отзеркалим его на другие окна. Так же, как мы делали ранее. То есть выбираем крышу, пин и отзеркаливание. И не забываем выключать пин. Далее сделаем балкон первого этажа. Выберем две нижние детали и копируем их. Передвинем вперед. Выберем нижнюю деталь. Топологию изменяем до 0 и утвердим. Выбираем обе детали и совместим их. Теперь замаскируем правую часть и потянем вправо за синюю стрелочку. Очистим маску. Выберем
эту верхнюю часть, инвертируем и переместим немного вниз, чтобы выровнять. Очистим маску. Теперь выберем вот эту часть дома, нижнюю. Переходим в топологию и изменим разрешение по X, сделаем 10, по Y 2, а по Z 0. И утверждаем. Замаскируем вот эти линии, инвертируем маску и потянем за зеленую точку. Теперь очистим маску, выберем вот эту вертикальную линию. Она выбирается с обеих сторон, потому что у нас включена симметрия. Инвертируем маску и потянем за красную точку. Очистим маску и замаскируем вот этот прямоугольник. Перейдем в параметры маски. Значит, где разделить, ставим Shell. Сделаем толщину минус 0,1 и нажимаем разделить. Выберем фундамент. Не фундамент, а вот, в общем, вот эту деталь. И переходим в режим соло. Видим, что у нас образовалась внутри полость, как бы помещение такое подвальное. И с оконными проемами. Далее выбираем вот эти части, вот они 4. Берем инструмент обрезка, прямоугольник и вырезаем проем для стекла. Включим гизму и потянем за синюю точку, чтобы эти рамы сдвинуть немножко вглубь помещения. Добавим плоскость. Повернем. И сделаем из нее стекла. Топологию уменьшаем до 0. Изменим размер. Утвердим. И поменяем материал на аддитивный. Скопируем. И переместим на окна заднего фасада. Теперь выберем основание балкона, нажмем вот здесь на 3 точки и отделить. Выбираем нижнюю деталь, скопируем ее и вытащим из группы. Передвинем вверх и будем делать столбики. Сначала передвинем ось в левый нижний угол. И изменим размер. Скопируем эту деталь, поднимем, немного уменьшим.
Теперь выберем нижнюю, переместим сюда вверх. Скопируем вот эту верхнюю деталь и пока скроем. Теперь выберем все эти 3 детали столбика и совместим. Далее выберем фундамент, вернее, основание балкона, скопируем, поднимем вверх и сделаем крышу. Чуть-чуть увеличим, выберем нижнюю часть, сделаем ее потоньше. У верхней детали замаскируем нижнюю часть и верхнюю поднимем, сделаем из нее крышу и скат крыши и одновременно основание для балкона 2-го этажа. Очистим маску. Перейдем в режим соло. Возьмем инструмент теловращения и добавим новый референс. Выберем более крупным пока только нижнюю часть. Расположим ее по центру оси и начнем построение. Включим здесь сплайн. Нажмем на зеленую точку. Включим трансформацию референса и переместим его вниз. Но расположим, чтобы был по центру. Далее включим гизму, поднимем ось, переместим деталь вниз и продолжим построение. Снова включаем трансформацию референса и придвигаем его вниз. Теперь выключим референс, перейдем в топологию и уменьшим разрешение по Y. Сделаем так, чтобы сетка была не очень плотная, но вот скругление, эти детали, которые у нас закруглены, чтобы там не было слишком резких переходов. И разрешение по X тоже немного уменьшим. Утвердим.
Получилась вот такая деталь. Выходим из режима соло, уменьшим ее. Теперь замаскируем верхнюю часть, инвертируем маску и потянем вверх за зеленую стрелочку. Выберем весь вот этот вот столбик, совместим, скопируем и переместим, подвинем в правую часть балкона. Выбираем оба, копируем и подвинем к стене. И теперь расположим столбики между окном и дверью. Сделаем резьбу по периметру крыши. Для этого выберем вот этот вот вариант, возьмем инструмент «Разделить» и отделим вот эту часть. Это у нас теперь самостоятельная деталь, отдельная. Скопируем ее и передвинем вот сюда. Повернем. И обрежем верхнюю часть. Теперь замаскируем правую часть этой резьбы. И здесь приблизим и замаскируем так, чтобы четко граница маски проходила в стыке между деталями. Включим гизму, ось и переместим ее на границу маски. И перейдем в вид сбоку и передвинем ось вправо. Теперь повернем по Y на 90 градусов. Очистим маску. И таким же образом сделаем с правой частью. Повернем и очистим маску. Резьба готова.
Теперь выберем деталь, которую мы скопировали и скрыли. Вот эту. Увеличим длину и сделаем ее поуже. То есть передвинем примерно сюда и потянем за синюю точку. Растянем длину до правого столбика. Скопируем. И переместим вниз, вот сюда. Поднимем высоту. Переместим ось вот сюда примерно. Скопируем и повернем по Y на 90 градусов. Скопируем эту деталь. Передвинем вот сюда. Теперь выберем верхнюю. Тут. И здесь также подвинем ось. Копируем и поворачиваем. Теперь давайте выберем столбик и добавим плоскость. Уменьшим. Утвердим. Перейдем в мультиразрешение и 4 раза нажмем на подразделение. Берем инструмент маска. Здесь импортируем новое изображение. Ставим стилус в центр плоскости и растягиваем. Идем в параметры маски, нажимаем один раз на резкость. Ставим галочку сглаживания. Здесь галочку убираем. Толщина примерно такая. И нажимаем на извлечение. Плоскость удаляем. Упростим топологию. И добавим добавим массив. По оси X у нас добавилась вторая деталь. Передвигаем ее сюда. И увеличиваем число деталей. Скопируем этот массив. Копию утвердим. Не видно гизмо. Давайте сюда зайдем и центрируем. Копию передвигаем вот на эту часть. Далее массив снова копируем. Выбираем вот эту строчку, и у нас появляется гизмо. Перемещаем сюда.
Возвращаемся на вкладку объектов. Теперь выбираем уже верхнюю строчку. Передвигаем правую деталь. И увеличиваем количество, сделаем 7 деталей. Утвердим. Берем массив, копируем, переходим вот на эту строчку и поворачиваем на 90 градусов. Так, вернемся назад. Вот таким образом выбираем и теперь уже поворачиваем. Переходим на верхнюю строчку, размещаем правее крайнюю деталь и сделаем количество 6. Утверждаем. Вот этот массив тоже можно утвердить. Вот это скопируем. Центрируем ось. Передвинем сюда. Выберем вот этот столбик и добавим плоскость. Уменьшим ее, утвердим и в мультиразрешении нажмем 4 раза на подразделение. Берем инструмент «Выбрать маску». Берем инструмент «Маска». В альфу загружаем новое изображение. И стилусом растягиваем. Далее переходим в параметры маски, нажимаем резкость и извлечение. Удаляем плоскость. Упростим. Теперь выберем столбик, нажмем Pin, выберем нашу деталь и добавим отзеркаливание. Pin выключим. Эти детали совместим, вернее утвердим. Скопируем. Центрируем ось. Копию сдвинем сюда. И расположим эти украшения по всем столбам. Выберем все детали и совместим. Далее выберем весь балкон и добавим его в группу. И отзеркалим на задний фасад. Для этого выберем крышу, включим Pin. Далее выберем группу с балконом и добавим отзеркаливание по оси Z. Утвердим, выбираем Keep Instances. Балкона на заднем фасаде, в общем-то, не будет, это крыльцо, поэтому здесь нужно внести некоторые изменения. Выберем вот эту резьбу и удалим. Далее выберем вот эту балку, найдем ее
Вот эта балка. И здесь нажимаем на 3 точки «Снять», чтобы не дублировалось на балкон переднего фасада. Обрежем вот эту часть. Теперь выберем вот эту деталь. Здесь также снимем привязку и обрежем. Теперь на втором этаже с этой стороны не будет балкона, поэтому изменим конфигурацию крыши. Замаскируем. Так, вот мы ее выбрали. Сначала тоже снимем привязку. И теперь замаскируем нижнюю часть. И включим гизму, так, мы забыли пин выключить. И потянем за синюю стрелочку. Очистим маску. Выберем вот эту деталь. Скопируем ее. Подвинем вперед. И изменим положение оси. Пальцем нажмем на нижнюю грань. И приподнимем деталь вверх, чтобы сравнять с полом. Сделаем несколько ступенек. Копируем и выдвигаем вперед. И опускаем вниз. Теперь выберем все ступеньки и сделаем их поуже. Сделаем доски на крыше балкона. Выбираем ее, нажмем ось и нажмем на вот эту грань пальцем. Далее включим вкладку «Симметрия» и показать центральную линию. Передвинем ось на нее. Выключим центральную линию, перейдем в режим соло и добавим куб. Вытащим его из группы, уменьшим. Изменим топологию до 0. Утвердим. Скопируем эту доску, расположим вот здесь и между ними еще 2. Далее снова копируем, замаскируем нижнюю часть и потянем вниз за синюю стрелочку. Очистим маску, замаскируем вот этот угол, инвертируем и выровняем по скату крыши. Готово. Выбираем все доски, кроме центральной.
и совместим их. Теперь выберем центральную, нажмем гизму Pin, выбираем все доски, которые мы сейчас совместили, и добавим отзеркаливание. Утвердить и совмещение дочерних узлов. Центральная доска у нас отдельно. Мы ее выбираем, копируем. Пин выключаем. Повернем на 90 градусов по Y. Выключаем здесь привязку и поворачиваем параллельно крыше. Растянем в длину. Передвинем сюда. Доски у нас не укладываются по ширине, поэтому сделаем их поуже. Выбираем вот эту доску крайнюю, маскируем снизу и перемещаем за синюю стрелочку. И вот эти две сделаем то же самое, выровняем их по скату крыши. Выбираем все доски. Совмещаем. Выбираем крышу. Нажимаем Pin. Возвращаемся. Выбираем вот эти все доски совмещенные и добавим отзеркаливание. Выбираем снова крышу и выключаем Pin. Далее закроем вот эти стыки и сделаем площадку для балкона второго этажа.
Скопируем крышу и перейдем в режим соло. Возьмем инструмент обрезка, полигон и включим симметрию. Нажмем на зеленую точку. Снова берем полигон, выключим симметрию и делаем еще одно построение. Выходим из режима соло. Увеличим эту деталь. Поднимем вверх. И аналогично сделаем крышу вот на этом крыльце. Балкон второго этажа, окошко чердачное и вот это вот крыльцо сделаем самостоятельно. Крыша, чердачное окошко, крыльцо, балкон второго этажа готово. Теперь сделаем печную трубу. Включим вид спереди, зафиксируем его и добавим референс. Возьмем инструмент тело вращения, путь и обведем по контуру. Нажмем на зеленую точку. Выключим референс. Зайдем в топологию и сделаем разрешение по X 4, а по Y минимальное. Добавим отверстие и утвердим. Включим гизму и центрируем ось. Повернем по Y на 45 градусов. Добавим цилиндр. Расположим вот здесь на углу. Растянем длину. В топологии изменим разрешение по Y и по Z сделаем единицы. Утвердим. Переместим ось в центр трубы.
Копируем и повернем на 90 градусов. Добавим конус. Разрешение по X сделаем 4, а по Y единица. Так. Он почему-то криво. Давайте его удалим. Выберем трубу, включим гизмо и добавим конус. Утвердим. И добавим плоскость. Повернем на 45 градусов и по X на 90. Уменьшим и подвинем по центру вот этих цилиндров. Утвердим. В мультиразрешении нажмем 4 раза на подразделение. Берем инструмент маска и в альфу загружаем изображение. PNG-файл с прозрачным фоном. И растягиваем изображение. Нажмем на резкость и извлечение. Удалим плоскость. Упростим. Передвинем в центр, ось в центр конуса. И повернем, копируем и повернем на 90 градусов. Далее давайте выберем вот эту деталь, скопируем ее, передвинем вниз, увеличим, сделаем подставку основания. Замаскируем нижнюю часть. А верхнюю поднимем вниз, вернее вверх, и потянем в сторону.
Очистим маску. Дом готов, давайте его раскрасим. Поменяем от кап на освещено и выберем окружение. Добавим источник освещения. И еще один. Здесь поменяем на узконаправленный прожектор и разместим его сзади домиком. Перед раскрашиванием все детали, которые у нас планируются одинакового цвета, нужно совместить, и тогда будет удобнее раскрашивать. Например, вот эта деталь у нас состояла из разных, то есть несколько частей было, и я совместила все в одну деталь. Давайте добавим палитру. Включим инструмент рисования и откроем вот эту вкладку, зафиксируем ее. Но деталь, которая у нас выбрана, мы ее раскрасим в темно-серый цвет. С пальцем нажимаем на палитре, выбираем этот цвет и нажимаем «Окрасить все». Далее этим же цветом будем окрашивать рамки вокруг окон и дверей и ставни. Далее выберем доски и раскрасим их вот в такой цвет. Таким же цветом сделаем вот эти вот рамы окошек подвального помещения. Выбираем крышу. И раскрашиваем в красно-оранжевый цвет. И доски на крыше тоже таким же цветом сделаем. Теперь выберем цвет досок. Выбираем вот эту вот резьбу и закрасим. Далее берем инструмент «Выбрать прямоугольник», выберем дымник, сделаем его металлическим. Для этого до максимума увеличиваем металличность и шероховатость оставим тоже где-то на 50%. Цвет светло-серый сделаем и нажимаем «Окрасить». Выберем ручки, их тоже сделаем металлическими. Теперь выбираем светло-персиковый цвет и раскрасим все остальные детали. Для основания выберем вот такой вот. Хотя нет, можно что-то посерее, например. Давайте выберем такой вариант. Да. Теперь выберем стекла. Материал у нас стоит аддитивный, с прозрачностью примерно вот 50% от максимума.
Цвет можно выбрать потемнее. И давайте добавим еще один источник освещения. Выберем всесторонний свет и расположим его в центре дома. Этот источник добавляет небольшое освещение внутри дома. Без него гораздо темнее. Давайте его оставим. И изменим фон. Нажимаем вот сюда. Выберем подходящий нам оттенок. Палитру можно убрать. Так, вроде бы все хорошо. Наш дом готов.